Зачем нужно производить регулировку углов установки колес? Давайте разберем сегодняшнюю тему и всем привет, как всегда. Данная операция производится после проведения ремонта передней подвески, либо при проявлении признаков удара автомобиля в сторону при движении, увеличенный и неравномерный износ шин. На автомобиле предусмотрены для переднего привода следующие. Первое. Угол поворота наклона оси поворота колеса. Второе. Угол развала. Третье. Соотношение углов поворота колес. И четвертое. Градус схождения. Перед проведением регулировок необходимо провести подготовительные операции. Первое. Проверить и довести до нормы давления в шинах. Второе. Проверить осевые и радиальные биения колес. Третье. Проверить наличие зазоров в шаровых наконечниках рулевых тяг и в сайлент-блоках. И четвертое. Проверить суммарный люфт колес не более 10-20-25 для легковых, автобусов и грузовых. Регулировка углов продольного наклона оси поворота колес осуществляется путем подбора количества регулировочных шайб на рычагах подшипника. Уменьшение количества шайб увеличивает угол поворота наклона, угол развала 0 градусов плюс-минус 30 секунд и схождение колес 0 градусов плюс-минус 1 минута. По сути, это все, что я хотел вам сегодня рассказать, поэтому кратенько напомню, чтобы не забывали подписываться на мой канал, вам не сложно, а мне приятно, и поставьте, пожалуйста, колокольчик, чтобы всегда быть в курсе последних событий на моем канале. Также поставьте, пожалуйста, лайк, мне будет это очень приятно, а вам не сложно. И напишите комментарии. Вместо того же глупого дизлайка лучше напишите комментарий с пояснением там, где я допустил свою ошибку. Также вы можете предложить свою тему для видео по конкретной теме. И не только по конкретной теме, там техническое обслуживание. Может, у вас еще какие-то интересные есть вопросы. Давайте разберем. Я запишу, и может в ближайшем будущем я сделаю туториал на эту тему. Если, конечно, видео наберет 50 лайков, а лучше всего 100. Пока что на этом все. Всем спасибо. Помните, дальше будет только интересней. Хорошо смеется тот, кто смеется последним. И всем удачи!